Друзья, перед началом просмотра видеоролика хочу сделать небольшое объявление. Нет, не рекламное. По количеству вопросов. В день просто нереальное количество обращений ко мне. Звонят, пишут в WhatsApp, Viber, на почту пишут, в комментариях пишите. Задаете вопросы от самых сложных, конструктивных вопросов задаете до самых простых. Друзья, один небольшой лайфхак. Смотрите, вам надо расчет сделать тройного дна так, чтобы у вас вот этот кирпич, который стоит на ребро, он был выше облицовки. Почему именно на этом надо сконцентрировать свое внимание? Потому что, когда вы будете шампур, допустим, шампур будете ставить, чтобы у вас расстояние было вот от этого кирпича до шампура, чтобы можно было руками достать его. Если вы сделаете слишком низко, то у вас вот этот кирпич, он будет идти за подлицо с облицовкой, еще плюс сюда гранит или кафель ляжет, и у вас вообще шампур будет лежать на вот этой вот поверхности. Поэтому делайте расчет высоты сразу с первого дна. То есть устанавливайте под уголки, там раствор накладывайте. Потолще делайте швы. Еще на второй ряд кирпичей можно сделать стяжку такую, ну, типа заштукатурить до сантиметра полтора растворно, выровнять все, чтобы все было гладкое в один слой. И потом еще чуть ли не сантиметровый слой огнеупорной смеси под огнеупорный кирпич. И тогда вы выйдете примерно сантиметров 5, 4-5 сантиметров выше вот этой кладки. Это вот, на вот этом надо особенно сконцентрировать свое внимание. Друзья, приветствую вас на своем канале Пламя. С вами Михалыч, и нахожусь я сейчас на своей даче. Собираю свой собственный барбекю комплекс. Тем, кто меня не знает, представляюсь. Я печник, разработал технологию ракетной тяги в открытых топочных системах двойной зуб. Эта технология оформлена в виде 3D проекта и успешно продвигается по всему миру. Ну а в этом видео я покажу вам, как перекрывается дно, состоящее из 3 слоев. То есть первый слой дна мы выкладываем просто на сухую, даже без раствора, просто на уголки. И даже уголки ничем не замазываем никаким раствором. Второй слой кирпичей я выкладываю уже на цементно-песчаный раствор. И третий слой уже идет огнеупорный кирпич на огнеупорную шамотную смесь. Я использую смесь Основит МФ-1300. Это самая на сегодняшний день самая удачная смесь. И больше всего она мне понравилась, поэтому я ее вам и рекомендую. И смотрите, почему я первый ряд дна, уголки и вообще кирпичи не перевязываю между собой, ни раствором не заполняю. Существует такая легенда, что при нагревании эта вся толщина кирпичей прогреется, и уголки начнут расширяться. И вот если они зажаты раствором, то это все будет разрывать. И чтобы не вызывать споры и кто прав, кто виноват, не выяснять, да, это все, не проверять на своих конструкциях, я решил сделать такой вариант. То есть уголки просто не зажимать. А там как получится. Будет оно расширяться, не будет. Уголки уже независимы от этого, от расширения. Они лежат свободно, никто их не держит и могут болтаться куда хотят. Второй ряд я накладываю раствор. Делаю так, чтобы у меня в щели не попадал раствор, там где уголки лежат. Я их законопачиваю базальтовым листом. Ну или любым базальтом. Еще самое главное отделить фасадную часть кирпичей огнеупорным вот этим материалом базальтовым, фольгированным базальтом. И если он у вас фольгированный, то фольга должна идти к холодному, а вата к горячему. Потому что именно вата и выдерживает все
перегрузки вот этого холодного, горячего. То есть вата именно сдерживает весь жар. А фольга является лишь только теплоотражателем. Фасадная часть также остается независимо от внутренней части огнеупорной. То есть там жарко, снаружи холодно. Вот у меня есть два вида теплоизоляционных материалов. Базальт так называемый, ну или простая стекловата, просто в современном исполнении. Она обе фольгированные. Это класс пониже, это класс повыше. Ну и цена, соответственно, дороже, что-то дешевле. Ну, скажу вам, что по теплоизоляции, что этот работает, что этот работает. Ну, все-таки мне этот больше нравится. Более плотный, более качественно сделанный. Я его ставлю вот так. То есть вату ставлю к горячему. Ну и справа и слева тоже, если есть лишние деньги, можно устанавливать базальт. Если есть еще больше денег, можете вообще со всех сторон базальт поставить. Но я из экономии ставлю базальт только спереди. А слева и справа я просто воздушную термоизоляцию делаю. Просто воздушная прослойка там, воздух. Этого тоже, в принципе, достаточно. Но с базальтом более профессионально. Бывает такое, что кирпич в топке лопается. Хотя все сделано правильно. Кирпич нигде не зажат. Ну вот он бац, посередине вот так и лопнул. Почему это происходит? Это происходит в основном из-за того, что кирпич очень низкого качества стали делать. Ну, практически вообще никакого нет. Он так вроде бы снаружи хороший, но прочности у него нету. Смотрите, что происходит с кирпичом, когда он находится в огнеупорном, ну, под воздействием тепловой, да, нагрузки. Вот эта часть, здесь горит костер, нагревается вот эта часть, ну, допустим, миллиметр всего толщиной, прогрелась до 700 градусов. Ну или, ладно, там будете сейчас говорить, нет, ладно, 300 градусов, прогрелся он мгновенно от костра. Вот эта часть, миллиметр толщиной. А с этой стороны он еще какой был, ну вот сейчас я пробую, ну где-то градусов 25, наверное. Потому что он такой прохладный, а на улице у нас сейчас под 40 градусов. Вот. То есть, представляете, какое воздействие перепада температур действует на кирпич. Здесь 500 градусов, ну среднюю так назовем, а здесь 25 градусов. Естественно, его начинает деформировать. Если кирпич плохо сделан, плохого качества, то он, естественно, треснет. Поэтому здесь вины печника нету. Печники, это я вам говорю, и также, уважаемые заказчики, клиенты, тоже я вам поясняю, какая перегрузка на кирпиче. Поэтому, если где-то какая-то трещина появилась в кирпичной кладке, это не повод для паники. Эти трещины, они являются рабочими. То есть, огнеупорная топка живет своей собственной жизнью. Облицовочный кирпич живет своей собственной жизнью. Мы их вот так вот не перевязываем. То есть не возникает у них взаимодействия. Оно независимо друг от друга работает. То есть это огнеупорно здесь, облицовка статично находится здесь. То есть здесь расширяется, сужается. На облицовку эти все перемещения, расширения не влияют. Потому что мы используем технологию базальтовых листов. Ну или просто воздушная термоизоляция. Вот, в принципе, такая вот лекция по сборке тройного дна. Ну и еще вы дополнительно узнали кое-какую информацию. Так что, друзья, кто собирает мангал свой впервые, рекомендую вам приобрести 3D порядовочку. Порядовки можно на моем сайте приобрести. Сайт называется mangalyplamя.ru. Там все мои проекты есть.
сейчас у меня кончился песок с цементом, поэтому я подниму немножко боковые стенки слева и справа на белую смесь кладочную. А потом уже продолжу дно докладывать его из простого кирпича и выложу уже огнеупорным кирпичом елочку. Вот такой форс-мажор. Здесь вот вы видите, у меня штраба, это подвесы от гипсокартона. И это я пришиваю мангал к существующей уже стенке. Все, продолжаю сборочку.
Друзья, вы посмотрели, как я собираю тройное дно. 2 дна из простого кирпича и 3 финишное из огнеупорного кирпича в паркетном стиле, называется елочкой. Выполнял я кладку на огнеупорную шамотную смесь компании Основит. Основит двух, значит, марок я использую МФ-1300, не силикат, а просто МФ-1300 и МФ-800. У смеси недостатков практически нету. Вот такая вот смесь на самом деле. Я очень доволен, проверял ее неоднократно, прилипает даже на сухой кирпич. Это просто фантастика, настолько подобран состав гранулометрический, именно гранул шамота и частичек глины. Смесь хорошо себя зарекомендовала. Особенно мне нравится МФ-1300. Она вообще как плиточный клей, классно прилипает и в то же время приятно с ней работать. Там шамота почти не чувствуется. МФ-800, конечно, смесь чуть покрупнее шамот, но тоже хорошо прилипает. Друзья, я уже начал поднимать стенки и положил плиту чугунную. Смотрите ролики на моем канале. Дальше я буду показывать, как я выкладываю стенки, рассчитываю, значит, вторую высоту для шампуров. Ну, в общем, поэтапная сборка продолжается. Надеюсь, мои ролики вам нравятся, данный видеоклип вам понравился. Ставьте лайки, кому понравилось, ну, кому не понравилось, ставьте дизлайк, выражайте свое мнение. Я вас внимательно слушаю. Комментируйте, делитесь своей информацией и своими знаниями. Таким образом мы все становимся умнее и больше набираемся опыта. Все, друзья, всем здоровья, успехов в делах, до новых встреч на моем канале, в моих новых видеороликах. Всем пока!